Вот она засветилась. Ток вот сейчас тоже идет, он падает просто. Всем привет! Сегодня буду рассказывать, как сделать автомобильное зарядное устройство, если вы вообще ничего не понимаете в электрических схемах. Как можно просто, быстро, без затрат сделать зарядное устройство. Погнали! В общем, вот у меня есть такой блок. Только что вот вытащил его из коробки, все было вот такое грязное, черное. Его компрессором немножко от пыли обдул. Микросхемка вот у него, значит, К7500. Это аналог TL494 микросхемы, что я объяснял в прошлом видео. Переделка будет минимальной. То есть нужно будет поменять всего лишь один резистор. Постоянный поставить вместо него переменный. Я его уже вытащил, подключил вот по сети лампочку, что я говорил, кто смотрел, не смотрел. Лампочка здесь 150 ватт, 220 вольт, 150 ватт. В разрыв просто одного провода, там фаза или 0 будет, ставится лампочка. Она будет своего рода предохранитель. Если она загорелась, значит что-то пошло не так. Вот. Кулер здесь вот я подключил. Ну, это так, для визуального вида, что блок запускается. Значит, кто не знает, как его запускать, надо на вот этой колодке замкнуть зеленый провод с черным. То есть на зеленый подать массу. Сейчас как-то это надо сделать одной рукой. Так, вот и подал. 12 вольт напряжение есть. И нас интересует один резистор с делителя напряжения. Я думаю, каждый сможет выпаять резистор паяльником. Уж думаю, выпаять можно. Один резистор и припаять. Надо-то припой. Да даже и припой бывает не надо. Канифоль главное. Ну, канифоль самая распространенная. Я использую флюс вот в шприце. И необходимо найти первую ножку этой микросхемы. У микросхемы первая ножка начинается вот этот вот ключ. То есть они вот так вот первая от ключа. Первая, вторая, третья, так, 8, 9, 10, 11 и так вот до 16. То есть нам нужна первая ножка. По первой ножке выставить нужно напряжение. От первой ножки я тут уже посмотрел, сейчас это покажу на дорожках. Один вот резистор уходит на массу, на корпус. Вот это средняя точка будет у этого резистора. И второй резистор это будет вот этот. Его мы будем менять. Тут, по-моему, 4,7 кОм, как сейчас вижу по цветам. То есть, ну, я цвета знаю, допустим, кто не знает, его надо будет выпаять. Сейчас я его покажу, как это все на дорожках выглядит. Вот, значит, микросхема вот эта вот она стоит распаянная. Вот она первая ножка. От нее идет вот первый там резистор на массу. То есть видно, если по дорожке проследить, вот он уходит на массу вот сюда вот. Вот это вот толстая шина, это масса минус. Вот, значит, один уходит на массу, его не трогаем, который уходит на массу. А вот тут вот один, тут вот перемычка, потом вот он резистор здесь стоит. Он идет, вот эта дорожка, если ее следить, вот здесь вот тоже перемычка перепрыгивает массу, идет на напряжение 3,3 вольта. Может идти на 12-вольтовую шину, там, допустим, где-то она вот либо вот это, либо вот это. Там 5 вольт, 12 вольт, 3,3. В данном варианте уходит на 3,3 вольта. То есть контролирует напряжение по 3,3 вольта. То есть выставляется 3,3 вольта. Если здесь 3,3 вольта есть, значит
на 5 вольт и на 12 вольт напряжение будет соответствовать 5 вольтам и 12 вольтам. Вот, значит, что здесь у нас? Значит, здесь перемычка. И вот этот вот резистор мы сейчас будем заменять на переменный. Сейчас я выпаю, покажу, какой резистор и как будем поднимать напряжение. Вот, значит, выпаял резистор. Вот он. 4,7 килоома. Буду сейчас ставить вот такой вот 103. Это 10 килоом максимальное сопротивление его. Сейчас заранее сразу здесь выставлю на ножки. То есть средняя ножка вот припаивается на одну крайнюю любую. Выставлю сразу на нем 4,7 килоома номинал вот этого. И потом при помощи мультиметра, то есть мультиметр будет подключен к контактам, буду крутить этот резистор и поднимать это напряжение до 14,3, ну 14,4 вольта надо поднять вверх. Вот, значит, я припаял резистор 103, 10 килоом. Заранее выставил на нем 4,7 килоома, как и было. То есть вот у меня напряжение 12,3. Теперь нужно поднимать. Так, в какую сторону? Ну вот, 14,4 вольта, в принципе, достаточно. Желательно здесь конденсатор поменять 16-вольтовый. Вот здесь вот он стоит. Так как 14 вольт и 16 вольт это предельно. Ну, как бы уже под предел. Вот этот вот конденсатор по 12 вольтовый, где желтые провода к нему идут, его, конечно, поставить на 25 вольт. Тот же номинал на 25 вольт. Желательно. Кулер начал крутиться быстрее, так как напряжение приподнялось. Все, напряжение поднял. Сейчас буду показывать, как я буду ограничивать ток. Подключил я все это на столе. 12,7 вольт показывает сейчас аккумулятор ураловский 190, он заряженный. Не удается показать, какой будет максимальный ток, но ограничение по току происходит с помощью лампочки. Обычная галогеновая лампочка 12 вольт 55 ватт. Можно, в принципе, 100 ватт взять. Даже, наверное, будет лучше 100 ватт взять. Вот. То есть, плюс от блока питания идет на плюс. Здесь я пытался разрядить аккумулятор, чтобы показать, повысить ток. Но аккумулятор тут это долго разряжать, поэтому плюс идет на плюс, минус последовательно с лампочкой. То есть сейчас я просто еще амперметр включил, чтобы показать, какой ток при зарядке. Можно сказать, заряженного аккумулятора. Вот 1,2 ампера, но он заряженный, поэтому ток вот падает. По идее, при разряженном аккумуляторе ток будет больше, там порядка 3-4 ампер. Лампочка будет ограничивать, и по идее она должна засветиться. Она будет как индикатор. Когда она будет потухнет, вернее, не будет гореть, как в данном варианте, аккумулятор будет считаться заряженным. То есть вот он ток и падает, потому что нечего заряжать.
В итоге получилась вот такая схемка. На блоке питания мы подняли напряжение 14,4 вольта. Чтобы блок питания не уходил в защиту, соответственно, лампочка по плюсу либо по минусу, без разницы. Я здесь просто по плюсу показал. Лампа галогеновая, автомобильная, 55 ватт, 12 вольт. Она уже будет ограничивать ток зарядный. Когда аккумулятор разряженный, ток будет большим. Чтобы его ограничить, вот лампочка. Так как аккумулятор в моем случае сейчас заряженный, я покажу с чуть повышенным напряжением, как происходит заряд. Я взял лабораторный источник питания, у меня есть, я выставил максимальный ток. Вот, подключил лампочку последовательно. Вот она засветилась. Ток вот сейчас тоже идет, он падает просто. Все равно, потому что аккумулятор заряжен. И по мере падения тока лампочка тоже становится тусклее, тусклее. И в итоге, когда она дойдет до напряжения 16 вольт, ток упадет, соответственно, лампочка тоже перестанет гореть. Ну вот, это, можно сказать, было последнее видео по тематике зарядных устройств. В следующее видео буду показывать именно по ремонту разных приборов, схем, устройств. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.